Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как связать вот такую вот достаточно интересную, красивую и нарядную манишку взрослого размера. То есть это я могу сразу сказать, что эта манишка не маленькая, это даже не на подростка манишка, это именно женская, нормальная, такая достаточно большая манишка, которая хорошо прикроет вам, помимо того, что грудь, так как вы видите, что она здесь у меня не маленькая, но плюс еще ко всему она замечательно прикроет шею. То есть вот здесь вот у меня вот идет такая достаточно красивая отворотка с небольшим ажуром. Но опять же за счет того, что там внутри идет плотненькая вот такая вот резиночка, ажур этот не будет он никак продуваться, то есть он также будет придавать тепло. То есть вот так вот смотрится это у меня, значит, манишка. В процессе работы я вам обязательно покажу подробно ее размеры, потому что я прекрасно понимаю, что вы, возможно, многие захотят связать такую манишку, например, на подростковый размер или даже на детский размер. То есть это все можно сделать путем, соответственно, подгона, уменьшения количества петель. То есть это я вам все расскажу дополнительно. Значит, эту манишку я вязала из полушерсти с мериносом. То есть она очень мягенькая, приятная к телу, соответственно. На такую вот манишку целую, достаточно большого размера, у меня ушел один моток пряжи. То есть пряжа очень экономичная, какая именно, я вам расскажу в процессе работы. Мало того, у меня еще остался вот такой вот маленький моточек пряжи, то есть даже не впритык этой пряжи было. Вязала я данную манишку на 2 спицах, так как я сама знаю, много общаюсь с вязальщицами, что далеко не все любят вязать на 5 спицах или даже в круговую. Поэтому я специально подобрала и сделала такой видео мастер-класс, чтобы данную манишку можно было выполнить на 2 спицах. То есть вот так вот она у меня выглядит. Достаточно интересный вот идет ажур по самой манишке. Я не скажу, что данная вот манишка и узор он легкий. То есть, как вы видите, ажур здесь такой достаточно, ну, не скажу, что сложный, но и не легкий данный ажур. Но я считаю, что, в принципе, стоит поработать, стоит постараться выполнить данную работу, потому что в итоге получилась манишка такая очень нежненькая, красивая, интересная. Я думаю, что если у вас такая манишка будет выглядывать из-под верхней одежды, то это будет очень даже хорошо и красиво смотреться. То есть вот таким вот образом она выглядит. То есть если постараться, можно, соответственно, связать это все. То есть с обратной стороны данная манишка у меня выглядит вот таким вот образом, так как я уже сказала, что я вязала ее на 2 спицах, поэтому, соответственно, сзади у меня идет шовчик. Шовчика практически не видно, если вы обратите внимание, то есть вот он идет, этот шов, но его вот, ну, вообще, если не приглядываться, если кто не знает, то он его и не заметит, этот шовчик. Также вот на горловине, вот здесь вот шовчик, вот он идет, его практически также не видно. Поэтому, в принципе, вариант очень хороший, если учитывать, что он вязался на 2 спицах, потому что от себя могу сказать, что если данную модель вязать все-таки в круговую, то будет, мне кажется, немножко посложнее. Теперь по размерам. Как я уже сказала, данная манишка, она выполнялась на взрослый женский размер. В круговую, вот здесь вот в круговую, она у меня получилась 125 сантиметров. Я вам сейчас скажу, какой у меня размер одного раппорта данного узора. То есть вот у меня размер одного раппорта данного узора где-то примерно 7,5 сантиметров. Всего у меня 14 раппортов данного узора. То есть таким образом, при желании, путем уменьшения количества раппортов узора, так как вы, например, можете связать не там 14, а предположим 12 или 10 раппортов узора, то есть вы можете уменьшить данную манишку и связать, например, на подростковый размер. То есть это все абсолютно можно сделать. Далее, соответственно, что касается у меня горловины. По горловине она хорошо надевается на голову, на стандартный обычный размер женский 56.
Значит, вот здесь вот она у меня по ширине получилась где-то 17 сантиметров. Если подтянуть, то где-то 19 почти сантиметров. Вот она у меня получилась. В высоту она у меня получилась, вот эта вот горловина. Если так рассматривать, то где-то вот 17-18 сантиметров. То есть вот таким вот образом она получилась. То есть тоже в процессе, соответственно, выполнения работ я вам расскажу, как я вязала вот эту вот отвороточку. То есть при желании вы можете сделать меньшее количество вот этих вот раппортов на горловине и таким образом уменьшить размер. То есть здесь вот у меня по горловине идет вот 20 сантиметров, то есть вот таким вот образом. То есть если вы, например, на одну вот эту вот часть сделаете поменьше, то у вас, соответственно, получится и поменьше размер данной манишки. То есть это все можно сделать при желании, соответственно. Значит, далее вот здесь вот в длину у меня получилась данная манишка 17 сантиметров, то есть это достаточно такой хороший нормальный размер, не маленький, очень хорошо прикрывает грудь. То есть это вот манишка. В процессе работы я вам предоставлю схему, по которой я работала. Сразу могу сказать, что часть этой схемы, а именно последний ее участок, будет немножечко там отредактирован, то есть он замазан, так как я эту часть схемы не вязала, потому что сама схема достаточно длинная. Если бы я еще провязала до конца данный узор, то у меня бы получилась манишка еще длиннее, что уже в принципе оно не нужно, такую длинную манишку. Поэтому имейте в виду, что на схеме участок, который будет замазан, это соответственно часть схемы, которую я не провязывала, чтобы вы это имели в виду. То есть вот такая вот у меня в результате получилась манишка, нарядненькая, красивая, с таким необычным цветом. То есть все я вам расскажу в процессе работы, как этот цвет называется и какая это пряжа. Итак, начинаем. Итак, для работы вам понадобится пряжа Мираж. Это наша отечественная пряжа. Кто с ней не работал, я сейчас вам о ней немножко расскажу. Это пряжа троицкой нашей фабрики. То есть вот таким вот образом она у нас выглядит. Это классическая полушерсть с мериносом. То есть у нее в составе идет 50% мериносовая шерсть, 50% акрил. 330 метров, 100 грамм. То есть метраж очень у нее такой экономичный, хороший. Плюс пряжа, так как у нее в составе идет мериносовая шерсть, она очень и очень мягенькая, хорошая, прекрасно подойдет для людей с чувствительной кожей, потому что нужно не забывать, что мы все-таки будем вязать манишку. То есть она у нас будет к шее, достаточно чувствительному участку тела. Поэтому нужно выбирать пряжу максимально мягкую и комфортную, чтобы вам ничего не кололось. То есть эта пряжа практически не колется. Практически я говорю, потому что все-таки есть категория людей, которым будет колоться практически любая шерсть, то есть им только хлопок подходит. Ну а так, в принципе, данную пряжу берут даже для маленьких детей на изделия, то есть и остаются очень даже довольны этой пряжей. То есть она мне тоже нравится, у нее такая скруточка достаточно хорошая, и данная пряжа, она хорошо очень держит форму, что тоже, в принципе, я считаю немаловажным фактором, потому что это будет все-таки манишка, и хотелось бы, чтобы она не растянулась прям очень быстро и моментально. Значит, это у меня расцветочка такая нейтральная, я специально выбрала, то есть она подойдет, я думаю, под многие расцветки. Значит, называется это у нас цвет слоновая кость, номер 2400. То есть мало ли, если кому понравится именно такая расцветка. То есть метраж, как я уже сказала, в данной пряже очень даже хороший. Я надеюсь, что в один моточек, соответственно, уложится при вязании манишки. Также вам понадобятся спицы круговые номер 2,5 и номер 3. То есть вот у меня 2,5 и номер 3. Опять же могу сказать от себя, что не принципиально брать именно круговые спицы. У кого есть прямые спицы данного размера, то вы можете ими воспользоваться. Плюс ко всему, не все любят работать на круговых спицах данной модели. Это не принципиально, потому что я буду вязать не по кругу. Поэтому вы можете взять обычные прямые спицы, если вам на них удобнее работать. Далее вам что понадобится, это, соответственно, обычный крючочек.
рядочек, это где там закрывать нужно будет необходимо петельки. Ну, в процессе всегда крючок, он необходим в процессе вязания. Также вам понадобится иголка для сшивания. Ну и кому нравится, соответственно, это бирочки для декорирования, handmade, ручная работа. То есть, в принципе, как я всегда говорю, декорирование изделия это на усмотрение каждой вязальщицы. То есть, соответственно, чем-то вы можете приукрасить эту манишку на свое усмотрение. Итак, начинаем. Итак, для начала работы я набрала на спицы, которые у нас более толстые, то есть это номер 3, 116 петель. И, соответственно, начнем вязать узор, который будет у нас отворотка на манишке. То есть каким образом я буду распределять петли. То есть, соответственно, кромочную я снимаю. Далее я вяжу 2 изнаночные. 2 изнаночные. Далее я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот таким вот образом. Накид. 2 лицевые. 2 изнаночные. 6 лицевых, 6 лицевых я провязала. Далее опять идет у нас 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. И далее я опять начинаю повторять вот раппорт данного узора, то есть, как вы поняли, это идет 2 изнаночные, потом, соответственно, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, потом далее 2 изнаночные и 6 лицевых. То есть вот это один раппорт данного узора, которым я буду вязать. Далее уже идет повтор, соответственно, вот я провязала 2 раппорт данного узора, теперь 3, то есть это 2 изнаночные я опять повторяю, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, таким вот образом, 6 лицевых, 6 лицевых, 2 изнаночные, то есть это уже опять пошел новый повтор, соответственно, следующий раппорт, повтор раппорта узора, то есть опять 2 изнаночные, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. То есть таким вот образом я буду довязывать до конца, соответственно, ряда. Покажу вам, как будет именно заканчиваться ряд. То есть таким вот образом вы продолжаете вязать до конца ряда. Всего у меня должно быть 8 повторов. Итак, я практически довязала до конца ряда, повторяя, как я вам показала. Заканчивается у меня ряд, соответственно, вот я провязываю 6 лицевых, 2 изнаночные и кромочная. То есть заканчиваются 6 лицевыми, потому что здесь это вот будут идти у меня жгутики, чтобы так получилось, что когда вот так вот здесь соединится потом сзади, соответственно, чтобы у нас был целый рисунок, потому что дальше вот здесь вот у меня уже пойдут дырочки, соответственно, другой узор у меня пойдет. Далее я вяжу четный следующий ряд, то есть он будет вязаться не просто по рисунку, потому что там, где у меня будут эти дырочки, там есть, провязывается узор и в изнаночном ряде. То есть каким образом я буду вязать? То есть я снимаю кромочную, далее я вяжу 2 лицевые, 6 изнаночных, 6 изнаночных, 2 лицевые, и далее у меня идет вот здесь вот будут дырочки, соответственно, вот это там, где я провязывала в предыдущем ряде, соответственно, 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые. То есть их я буду теперь вязать каким образом? 2 провязываю вместе изнаночной, вот таким вот образом, накид, 2 изнаночных. То есть вот здесь вот у меня как раз вот пойдут дырочки по рисунку, которые 2 лицевые, 6 изнаночных, 6 изнаночных,
Далее опять 2 лицевые, и дальше вот у меня опять будет рисунок с дырочками. То есть я провязываю 2 вместе изнаночные вот таким вот образом, накид, 2 изнаночные. Далее опять у нас идет повтор 2 лицевые, 6 изнаночных, 6 изнаночных, 2 лицевые и 2 вместе провязываю изнаночной. Накид, 2 изнаночные. Вот таким вот образом я буду провязывать, соответственно, до конца ряда. Итак, я практически довязала до конца ряда. Заканчивается у меня ряд, то есть, соответственно, это вот 2 лицевые я провязываю по рисунку, которые у меня шли. Далее у меня идет 2 вместе изнаночной, накид, 2 изнаночных, 2 лицевые и кромочная изнаночная. То есть вот я провязала, получается, второй ряд данного узора. Теперь вяжем третий ряд. Кромочную я сняла, 2 изнаночные провязываю, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. То есть вот, как видите, здесь образовывается вот такая дорожка из ажура, из дырочек. 2 изнаночные, и далее из следующих 6 вот этих петель я буду вязать небольшой жгутик. То есть каким образом? Это я 3 первых петли снимаю, нить у меня за работой. Далее я провязываю следующие 3 петли, и после этого я провязываю первые 3 петли. Опять же, кому неудобно таким образом вязать, то есть вы можете воспользоваться дополнительной спицей. Возможно, вам так будет удобнее. То есть вот, как вы видите, у меня получилось переплетение из 3 петель, 3 на 3. Далее, соответственно, я провязала 2 петли изнаночными, 2 вместе провязываем лицевую с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, то есть вот таким вот образом. И далее у меня опять же получается переплетение петель 3 на 3. Для чего я снимаю первые 3 петельки, нить за работой у меня. Далее я провязываю следующие 3 петли. И после этого я провязываю первые 3 петли. Но опять же, возможно, вам так будет удобнее работать с дополнительной спицей, потому что таким образом работать без нее, это уже нужно, так сказать, иметь небольшой опыт, чтобы без дополнительной спицы вязать. Далее, опять же, повторяется у нас узор вот с первых вот этих вот петель. То есть это 2 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, и опять у нас идет жгутик. То есть таким образом, как вы поняли, я буду провязывать до конца ряда. Итак, я провязала практически до конца ряда, то есть вот таким вот образом у меня получилось. Заканчивается у меня ряд жгутиком 3 на 3, то есть первые я снимаю петельки, далее я провязываю следующие 3 петли. После чего я провязываю первые 3 петли, то есть вот таким вот образом. 2 изнаночные и кромочная изнаночная. То есть теперь, когда уже хоть немножко виден узор, то есть вы видите, то есть потом в процессе сшивания, вот здесь вот, когда будет сзади сшиваться, получается, что как раз после вот этого вот жгутика идут вот эти вот дырочки. И далее мы вяжем следующий ряд четный. Кромочную снимаем, 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые. Далее мы провязываем 2 вместе изнаночной, накид, 2 изнаночные. То есть таким образом вы будете провязывать каждый раз, где будут вот эти вот дырочки. 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые, таким вот образом, 2 вместе провязываю изнаночной, накид, 2 изнаночные. Таким вот образом я буду провязывать до конца ряда.
Так, я практически довязала до конца ряда, то есть это у меня идут 6 изнаночных, то есть это как раз там, где я вязала переплетение 3 на 3, 2 лицевые, 2 вместе провязываю изнаночный накид, 2 изнаночных, 2 лицевые и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом я провязала 4 соответственно ряда. Как вы видите, уже немножко виден рисунок, то есть уже можно хотя бы приблизительно ориентироваться, как вы должны вязать. То есть как я вам уже объяснила, то есть вот этот узор с дырочками, он провязывается и в лицевом, и в изнаночном ряде, соответственно, как провязывать его я вам показала. Все остальные участки узора вяжутся в изнаночном ряду по рисунку. Соответственно, то есть вот как здесь вот мы видим, с этой стороны вот будет 2 лицевые, 6 изнаночных, 2 лицевые. И только вот эти дырочки, они провязываются, соответственно, и в лицевом, и в изнаночном ряде. Далее вы продолжаете вязать, соответственно, по такому же принципу, начиная с первого ряда. Единственное, что вот эти вот переплетения 3 на 3 петли я буду провязывать в каждом 6-м ряде. То есть, соответственно, сейчас вот после этого я провяжу 4 ряда просто по рисунку. 4 ряда, то есть не в 6-м, я неправильно сказала, в каждом 5-м ряде я буду провязывать. То есть 4 ряда я провяжу по рисунку, потом в следующем, в 5-м ряде я опять же буду вязать вот эту вот косичку 3 на 3 переплетения, и далее я буду вязать по рисунку. То есть таким вот образом я провяжу какой-то участок работы, это я посмотрю уже в процессе, то есть сантиметров на 7-8, то есть это будет отворотка в данной манишке. То есть я это все провяжу за кадром, покажу вам результат и объясню, как дальше, соответственно, мы будем работать. Итак, я провязала полотно на высоту отворотки, которая будет у меня на манишке. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом. Значит, высоту у меня получилась данная отворотка. Сейчас я вам скажу. В 9 сантиметров высоту. Опять же, вы можете сделать высоту, какая вам больше нравится, больше или меньше, вы уже это можете регулировать самостоятельно. И в длину у меня это полотно получилось 43 сантиметра. То есть опять же вы должны, не можно, а именно нужно регулировать длину вот этой вот этого полотна по своему усмотрению, потому как фигуры у всех абсолютно разные, у кого-то шея побольше, у кого-то поменьше, то есть это понятное дело. Поэтому если вы видите, что вам, например, нужно чуть больше, подлиннее полотно, чтобы не поджимало по горловине, чем вот у меня связано, то есть вы можете или добавить один вот такой вот раппорт узора, то есть он состоит, вот он состоит из 14 петель, то есть вы можете его как бы добавить, или вы можете просто-напросто для выполнения данной работы взять пряжу немножко чуть-чуть потолще. И тогда, соответственно, даже при таком наборе петель, как я вам рассказала и объясняла, у вас получится, соответственно, побольше немножечко само полотно за счет утолщения пряжи. То есть все эти моменты нужно учитывать, конечно, при работе. Итак, в общей сложности у меня получилось 5 вот таких вот переплетений. То есть вот здесь вот на 5-м я уже закончила вязать данный узор. Расстояние между каждыми этими переплетениями 4 ряда. То есть это я, в принципе, объясняла еще в начале работы. То есть вот таким вот образом у меня получилось. И далее я буду вязать обычной резинкой 2 на 2. То есть я думаю, что все практически знают, как ее вязать, эту резинку. Для этого я возьму спицы чуть-чуть потоньше. То есть это у меня спицы 2,5. Для того, чтобы, соответственно, эта резиночка, она была поплотнее. И начинаю обычно вязать, то есть 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть таким образом я, соответственно, довяжу до конца ряда. Следующий ряд он будет вязаться по рисунку.
Я думаю, что в принципе практически все знают, как вяжется резинка 2 на 2, поэтому я не буду на это очень сильно акцентировать внимание. То есть вот таким вот образом, соответственно, я провяжу этот ряд. Таким образом я перейду на спицы более тонкие, то есть стройки на 2,5. Буду вязать этой резинкой, соответственно, не на такую длину, как у меня здесь 9 сантиметров, а немножечко поменьше, то есть сантиметров на 8. Для чего? Для того, чтобы когда вот это вот отвернется, чтобы резинка, вот, которая будет 2 на 2, она не выглядывала из-под вот этой вот отворотки. То есть я так думаю, что оно будет покрасивее. Соответственно, за счет того, что дальше мы будем вязать резиночкой 2 на 2, она достаточно так-то плотная, и плюс то, что мы перешли на спицы более тонкие. Поэтому вот эти вот декоративные дырочки, которые шли на первом, так сказать, ряде данной манишки, они, в принципе, никак влиять негативно не будут на именно степень плотности и данной манишки, чтобы она была тоже также, помимо того, чтобы красивая, манишка должна быть, конечно же, и теплая. Это ее основная функция. Итак, таким образом я провяжу все это за кадром. Резинкой 2 на 2 покажу вам конечный результат и объясню, как дальше будем вязать уже основной рисунок именно на манишке, который будет, соответственно, увеличиваться. Так, я провязала резиночкой за кадром, то есть вот у меня получилось вот таким вот образом. Напоминаю, что я вязала обычной резинкой 2 на 2, при этом я взяла спицы чуть меньшего размера, то есть здесь у меня 2,5, для того, чтобы резиночка все-таки была хотя бы немножечко поплотнее. В общей сложности я именно резинкой провязала где-то в пределах 8,5 сантиметров, то есть 8, все-таки скорее 8 сантиметров вот я провязала резиночкой. То есть у меня вот получилось вот таким вот образом, то есть вот такой вот отворот у меня получился. То есть здесь, соответственно, как я и говорила, когда я отворачиваю этот верхний слой, то, соответственно, он прикрывает резинку. Резиночка, опять же, в свою очередь, получилась достаточно плотная, поэтому то, что здесь идут у нас декоративные дырочки, в принципе, это, я думаю, от этого манишка менее теплой у нас не будет. Далее, соответственно, я провязала после того, как я сделала резинку, на стороне, вот где изнаночная часть, вот первой части, которую вот я вязала, то есть вот здесь изнанка, по этой стороне я провязала 2 ряда чулочной вязкой, то есть вот у меня идет этих 2 ряда чулочной вязкой, при этом я перешла на опять более толстые спицы, то есть это у меня, соответственно, троечка. И далее я буду уже вязать третий рисунок в данной манишке, это расширяющийся рисунок кокетка. Значит, напомню, что в общей сложности у меня сейчас на спицах 116 петель. Раппорт рисунка, которым я буду далее вязать, составляет 8 петель. Поэтому у меня как раз, в принципе, получилось нужное количество петель. То есть, каким образом я их буду распределять. Первая идет, соответственно, петля кромочная. Следующую петельку я буду просто провязывать лицевой, потому что не забываем, что здесь будет идти шовчик сзади. Поэтому, соответственно, вот эта вот петелька одна дополнительная, она будет просто как в шов уходить. И далее у меня пойдет непосредственно сам рисунок. Поэтому как раз у меня получается 14 повторов раппорта данного узора. Плюс, соответственно, по одной петельке у меня будет в начале и конце ряда, это вот то, что в шовчик уйдет. И, соответственно, по одной петельке это у меня будут кромочные. То есть я вам покажу, как вяжется данный узор. То есть провяжу с вами начальный, так сказать, этап данного узора, потому что я считаю, что это все-таки самый такой вот сложный именно участок работы, где идет распределение вот именно этого узора. Итак, снимаем первую кромочную петлю. Далее, соответственно, идет одна петелька, я ее провязываю лицевой, это то, что уйдет у нас в шовчик. И далее мы начинаем вязать непосредственно узор. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, одна лицевая, да, все правильно, накид, лицевая,
накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываем с наклоном вправо. Естественно, схему данного узора я вам обязательно предоставлю в конце данного видео, и при желании, кому так более удобно, вы сможете ориентироваться плюс дополнительно по схеме. Итак, следующее мы провязываем 1 лицевую, 1 лицевая, и далее у нас идет опять повтор данного узора, то есть 2 вместе провязываем лицевую с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевую с наклоном вправо. Предварительно я как бы разворачиваю эти петельки, чтобы они были более ровненькие. Далее, соответственно, у нас идет 1 лицевая, и далее мы опять повторяем данный узор. То есть 2 вместе провязываем лицевую с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевую с наклоном вправо. Вот таким вот образом. 1 лицевая, далее у нас опять идет повтор. 2 вместе провязываю лицевую с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываю с наклоном вправо, лицевой, вот таким вот образом. И так я буду вязать до конца ряда. Я вам тогда продиктую, чтобы вам было полегче. Соответственно, этот самый первый ряд, он самый сложный, я считаю, потому что если ошибешься в первом ряде, то придется, соответственно, там все перевязывать. Поэтому я вам первый ряд я с вами провяжу, еще несколько следующих, а потом уже, соответственно, я думаю, что вы будете ориентироваться самостоятельно по схеме, которую я вам предоставлю. Итак, вот я провязала 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, далее опять идет у нас повтор. 2 вместе провязываем лицевую с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевую с наклоном вправо, предварительно повернув петельки, то есть вот таким вот образом. 1 лицевая, далее опять повтор у нас идет. 2 вместе провязываем лицевую с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, вот таким вот образом. 1 лицевая, далее опять повтор. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, вот таким вот образом. 1 лицевая, далее идет повтор у нас опять. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, и далее у нас опять идет повтор. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, и далее опять повтор. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, и далее опять повтор. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, далее опять повтор идет у нас. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, и тут еще немножко осталось, повтор опять у нас идет. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем
лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая и, я так думаю, последний повтор у нас уже. Это 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываю с наклоном вправо. И здесь у нас остается 2 лицевых. Видимо, немножко что-то я Нет, это по рисунку так идет. Просто это то, что следующая лицевая. И, соответственно, запасная лицевая, которую вот я рассчитывала. То есть здесь, в принципе, можно вот эту 1 лицевую убрать, провязать 2 вместе лицевой, чтобы у нас было одинаково и в начале, и в конце. То есть и кромочная, изнаночная. То есть почему я с вами провязала так достаточно подробно первый ряд, потому что в первом ряде идет именно как раз распределение всех этих раппортов. И, соответственно, чтобы все было правильно было распределено. То есть каждый четный ряд данного узора вяжется изнаночными петлями. То есть, соответственно, до конца ряда я провязываю изнаночными петлями. Итак, я практически довязала до конца ряда. То есть это у меня получается, что я провязала второй ряд по рисунку. Вот таким вот образом у меня все получается. И вяжем теперь третий ряд. Третий ряд, он вяжется точно так же, как и первый. То есть прибавления у нас будут уже только в следующем, в 5-м ряде будут прибавления. То есть, но зато теперь уже здесь хотя бы немножечко можно более ориентироваться, как у вас распределяется рисунок. То есть вот видно, что вот у нас идут вот эти вот накиды, между ними по 1 лицевой петле. То есть мы будем продолжать вязать следующим образом. То есть кромочную я сняла, лицевая 1, которая у нас идет в шовчик, соответственно. Далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, таким вот образом. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То есть, как вы видите, у нас уже начинает рисунок появляться. То есть я рекомендую, конечно, максимально стараться видеть рисунок, потому что если вы не понимаете рисунок, вязать, конечно, достаточно сложно. То есть вот вы видите, у нас идет 1 лицевая вот эта вот петля, и по бокам у нее должны идти накиды. То есть вот у вас это должен быть ориентир, то есть вот это 1 раппорт узора. То есть, соответственно, далее мы вяжем 1 лицевую, далее мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и опять вот мы видим, что у нас идет следующая лицевая с 2 вот этими дырочками. То есть опять же здесь я делаю накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом у меня получается 1 лицевая, и далее опять пошел повтор. То есть 2 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом. Далее опять 1 лицевая, и опять у нас идет повтор. 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом. 1 лицевая, и далее у нас опять идет повтор. То есть 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом мы с вами провязываем до конца ряда. Итак, я практически довязала до конца ряда. То есть, соответственно, вот у меня идет по рисунку 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, и 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, соответственно. 1 лицевая и кромочная, изнаночная. То есть вот мы с вами провязали третий ряд. Соответственно, 4-й ряд вяжется по рисунку, то есть все петли изнаночные.
И в следующем, в пятом ряду у нас уже пойдут, соответственно, прибавления. То есть я вам покажу, как это будет все у нас выглядеть. То есть следующий ряд, четвертый, все петли изнаночные до конца ряда. Итак, я провязала практически до конца ряда. Это у меня получается уже четвертый ряд. И в пятом ряде у нас, согласно схемы, идут прибавления. Вот у меня получилось вот таким вот образом. Это провязано у меня 4 ряда. То есть, как вы видите, у вас уже тут уже видно более-менее рисунок. То есть уже намного легче и проще ориентироваться. Потому что, как я еще раз повторяю, самое сложное это вот буквально первые ряды связать, чтобы у вас уже вывязался рисунок, и далее вы могли ориентироваться непосредственно по рисунку. Итак, вяжем следующим образом. Снимаем первую кромочную петлю, 1 лицевая, это которая у нас пойдет, соответственно, в шовчик. Далее, согласно схеме, идет у нас накид. Это накид, который именно прибавляет, расширяет именно само полотно. Далее провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая накид, лицевая накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть здесь вот, если вы уже видите, я вам покажу поближе, у вас начинает вот вырисовываться рисунок, то есть непосредственно вот как бы листика. То есть вот он листик, и здесь, соответственно, идет серединка, и по краям идут петельки. То есть уже видно, что у вас что-то получается. Далее идет, соответственно, у меня накид расширяющий. Далее 1 лицевая, накид расширяющий. И далее мы опять идет повтор, соответственно, самого рисунка. То есть 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Лицевая 1, накид, лицевая, накид. Лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом у меня получилось. Далее идет накид расширяющий, 1 лицевая, накид, следующий расширяющий согласно схемы. И опять повтор рисунка. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, лицевая, накид. 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом. Не забываем, что когда вы делаете 2 вместе лицевой с наклоном вправо, то, соответственно, как бы поворачиваете обе петельки, чтобы у вас рисунок выглядел красиво. Далее накид расширяющий опять, 1 лицевая, накид расширяющий. И опять идет повтор, соответственно, рисунка. То есть это 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть по такому же принципу вы довязываете до конца ряда. То есть вяжем согласно схемы. Итак, я практически довязала до конца ряда, то есть остался у меня последний вот элемент. То есть, соответственно, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая петля, которая, соответственно, у нас пойдет в шовчик небольшой сзади. Итак, далее вяжем мы следующий четный ряд. То есть не забываем, что все четные ряды вяжутся по рисунку. Но единственное, что согласно схемы, то есть если вы посмотрите, вот этот вот накид, который предыдущий был у нас именно для расширения полотна, он провязывается перекрещенной петлей. То есть вот таким вот образом я вам сейчас дальше покажу. То есть вот у меня 2 накида пошли, это непосредственно которые по рисунку. То есть вот видите, это вот эти вот накиды, которые идут по рисунку. То есть, соответственно, я их провязываю обычно, изнаночной вот так вот петлей. Вот я дошла до расширяющего вот этого вот накида. То есть я как бы его вот так вот перекрещиваю, вот таким вот образом перекрещиваю. И потом я его только провязываю изнаночной петлей. То есть вот таким вот образом. Следующая изнаночная, и следующий вот у меня идет опять же расширяющий этот накид. То есть я его вот таким вот образом перекрещиваю, эту петельку, и потом провязываю изнаночной. То есть далее опять просто вяжу изнаночными, потому что вот у меня пошли 2 накида. Это, соответственно, которые
просто по рисунку. То есть, как видите, при перекрещивании вот этих вот накидов здесь не образуются дырочки. То есть, согласно узора, видимо, здесь эти дырочки, они не предусмотрены. Поэтому, согласно схемы, вот эти вот расширяющие накиды нужно провязывать как бы перекрещенной петлей. То есть, вот таким вот образом. Далее, соответственно, я вам еще немножко покажу. Изнаночная одна по рисунку. И вот у меня опять пошли вот эти расширяющие два накида. То есть еще раз показываю, как бы вот таким вот образом я перекрещиваю, переворачиваю вот эту вот петельку вот так вот и провязываю обычно изнаночной. Следующая изнаночная и, соответственно, следующая тоже у меня идет перекрещенная петля, это предыдущий накид. Далее идут обычные вот эти вот накиды, которые согласно рисунка идут. Вот они, я их провязала обычной изнаночной петлей. То есть по такому принципу я довязываю, соответственно, до конца ряда. Итак, я практически довязала до конца ряда. То есть вот у меня остался один этот накид, который необходимо провязать перекрещенным. Соответственно, и кромочная изнаночная петля. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом. Соответственно, это я провязала, какой шестой получается ряд. То есть уже виден рисунок, непосредственно раппорты каждого рисунка. То есть вот идет первый раппорт, второй. То есть уже, в принципе, достаточно хорошо видно. За счет того, что вот накиды были провязаны, скрещенной вот этой вот петлей, здесь не бросаются в глаза вот эти вот дырочки, соответственно, накиды. То есть обязательно обращайте внимание в процессе работы. Да, еще по идее там, наверное, где-то должны быть такие моменты, где необходимо будет провязывать скрещенной петлей. То есть обращайте на это, соответственно, внимание. Далее я буду вязать работу за кадром. То есть схему, как я вам еще раз напоминаю, будет вам предоставлена в конце данного видео в таком более-менее большом размере. То есть вы ее сможете сохранить и, соответственно, по ней работать. За кадром я провяжу, скорее всего, что участок, это который у нас идет до шишечек, потому что здесь в процессе у нас еще и будут шишечки вывязываться, поэтому я провяжу вот до этого участка согласно схемы работу и покажу вам уже, как у меня получилось, и объясню, каким образом я буду вывязывать данные шишечки. За кадром я провязала данную манежку, то есть у меня получилось вот таким вот образом. Как мы видим, рисунок, конечно, я не скажу, что он прям легкий, этот рисунок. Вязать его нужно достаточно внимательно, чтобы ничего не пропустить, чтобы все правильно провязать. Но зато очень красивый и интересный конечный результат. Понятное дело, что если вязать что-то красивое, интересное, то придется для этого и, соответственно, поработать. Итак, я дошла до участка, где вывязываются шишечки. Напоминаю, что на схеме этот участок, он выглядит в виде черного квадратика. То есть сейчас я покажу, как я буду вывязывать данные шишечки. Плюс, значит, в этом ряде я вижу, что есть еще прибавления. То есть это пойдут накиды, которые, соответственно, у нас на увеличение идут манишки. То есть сейчас я вам покажу, как все это будет вязаться. Так, я сняла первую кромочную петлю. Далее, соответственно, я вяжу одну петельку. Это, соответственно, у нас петля пойдет, которая в шовчик. Далее по рисунку идет у нас 4 лицевые петли. Вот они, 4 лицевые петли. Далее я делаю накид. Следующий вяжу 4 лицевые петли. И вот посередке вот этого вот у нас получится треугольника я буду вывязывать непосредственно шишечку. То есть каким образом? Я из одной петельки, вот она, вывязываю 7 петель. Вот 7 петелек я провязала. Каким образом? Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Всего получилось у меня 7 петелек. То есть я поворачиваю данную работу и вяжу только этих 7 петелек изнаночными петлями. То есть вот таким вот образом. Вот я провязала 7 петель изнаночными петлями.
Теперь я опять поворачиваю работу и провязываю 7 лицевых. Ну, кромочную, соответственно, я снимаю 5 лицевых и кромочная последняя изнаночная. То есть вот у меня получилось вот таким вот образом. Потом я опять поворачиваю, снимаю вот эту вот кромочную петлю. И остальные все 6 петелек я провязываю все изнаночные. Кромочная, соответственно, тоже идет изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня получилась вот шишечка. Далее эти все 7 петелек нужно закрыть. Можно это сделать, конечно, просто спицей, но это будет достаточно проблематично. В таких случаях я беру обычный крючочек небольшого размера, снимаю все вот эти вот петельки на крючок вот таким вот образом. И, соответственно, их вот так вот закрываю. Поверьте мне, это будет намного проще, чем если вы будете, соответственно, эти все петельки закрывать спицей. Далее, соответственно, я вяжу 4 лицевые петли. Далее у меня идет накид. После этого я провязываю, получается, 9 лицевых петель. 9 петелек лицевыми я провязала. Далее я делаю накид, 4 лицевые. 4 лицевые я провязала. И далее я делаю опять же еще следующую шишечку. То есть вы как понимаете, шишечки будут вязаться каждый раз посреди вот этого вот треугольничка, который вот здесь вот получается. Я еще одну шишечку вам покажу, как вывязать, и далее, соответственно, уже буду вязать за кадром. То есть вот у меня идет петля, которая посерединке. Из нее я вывязываю 7 петелек, то есть лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. То есть 7 петелек я вывязала. Далее, соответственно, я поворачиваю работу. Первую я снимаю кромочную. Далее 6 петелек я все провязываю изнаночными. Далее, соответственно, я поворачиваю. Кромочную я сняла. Далее я провязываю 5 лицевых петелек, 5 лицевых и кромочная, изнаночная. То есть, как вы понимаете, кромочная, я ее всегда провязываю изнаночной. Далее я, соответственно, поворачиваю опять работу, снимаю первую кромочную, провязываю до конца все 6 петелек изнаночные, включая и кромочную, соответственно, петлю. И далее, соответственно, я точно так же снимаю все петельки, то есть я беру крючочек, таким вот образом все петельки я перенесла на крючок, и потом вот таким вот образом все закрыла. И вот эта петелька надевается на спицу. То есть вот очередная шишечка у меня готова. Далее, соответственно, я буду вязать по рисунку, делая шишечки, где это необходимо, на схеме, как это нарисовано, соответственно. И далее уже я буду довязывать данную манишку до конца. Напоминаю, что участок, который замазан на схеме, он провязывается обычными лицевыми петлями, соответственно, в лицевом ряду, в изнаночном провязываются изнаночными. То есть это будет обычная чулочная вязка, там, где участок будет замазан, так как если вязать на полную длину узора, то манишка получится все-таки длинноватая, слишком большая она получится. Итак, все я это сделаю за кадром, покажу вам конечный результат и объясню еще раз, как я что делала. Итак, за кадром я уже практически довязала данную манишку, то есть вот она у меня получилась вот таким вот образом. Соответственно, я доделала до конца, довязала ряд с шишечками, то есть вот так вот у меня получилось. И далее после ряда с шишечками я провязала еще 8 рядов, соответственно, по рисунку. По рисунку я провязала и закрыла все петельки. Единственное, что от себя хочу сказать, что я не стала делать последние прибавления по данной манишке, которые идут
идут по схеме, потому что в принципе она и так получилась с нормальным расширением, то есть дополнительные вот эти вот последние прибавления, они уже здесь в принципе были ни к чему, поэтому я вам еще раз повторяю, что согласно по схеме последние прибавления я не делала, то есть я просто вот провязала по рисунку, то есть вот у меня получились вот такие вот аккуратненькие треугольнички здесь, и соответственно я все это провязала и закрыла обычным способом. После выполнения работы у меня остался вот такой вот моточек пряжи, то есть в принципе этот моток я считаю достаточным для того, чтобы потом чуть позже облагородить вот этот вот край, край у манишки, обвязать его каким-то образом. Я еще посмотрю, как буду обвязывать, и также я посмотрю по ситуации, нужно ли будет обвязать вот здесь вот край в отвороте, то есть это я все вам покажу соответственно чуть позже. То есть от себя могу сказать, что, как я и говорила, данная пряжа оказалась очень и очень экономичной, то есть одного моточка вполне хватило на такую достаточно большую манишку. Естественно, манишка эта пока выглядит не очень красивой, так как, естественно, кто вяжет, он понимает, что необходимо будет это полотно обязательно намочить, чтобы, соответственно, рисунок выпрямился, и чтобы он уже принял свой окончательный внешний вид, и чтобы он был уже красивым. Поэтому, соответственно, я все это сделаю за кадром, я намочу данную манишку, чтобы она у меня уже была красивой и ровненькой. И также вам покажу конечный результат, что у меня получилось с этой манишкой, покажу, как я буду обвязывать, соответственно, края вот этой манишки, потому что, в принципе, вот прям вот что-то необходимо с ними сделать, с этим краем необходимо сделать, чтобы он выглядел более красиво. Итак, я все сделаю это за кадром, покажу вам конечный результат и объясню, что мы будем далее с вами делать. Итак, я намочила данную манишку, высушила ее, то есть у меня вот она получилась вот таким вот образом. Соответственно, вот она выглядит. Сзади я сшила шовчик, сделала аккуратненький. Сейчас вам покажу. Видите, его даже не особо видно, он не бросается в глаза, этот шовчик. То есть вот у меня идет шов сзади. Вот таким вот образом его практически, как вы видите, не видно на самой этой манишке. То есть сшивала я на швейной машинке, но вы, соответственно, можете сшить так, как вы обычно сшиваете. Но единственное, что я хотела от себя сказать, что не забывайте, что у вас здесь идет эта манишка с отворотом. То есть поэтому я прошила с изнаночной стороны вот здесь вот где-то вот до этого вот участка я прошила, вот до сюда я прошила. Потом, соответственно, я вывернула данную манишку и прошила уже вот здесь вот этот вот участок я прошила. То есть вот таким вот образом сделала, чтобы, соответственно, когда вы будете отворачивать вот эту отворотку, то здесь, чтобы, соответственно, не было шва. Как вы видите, на отворотке тоже достаточно все аккуратненько выглядит. То есть этого шовчика практически не видно на манишке путем подгона рисунка, то, что, соответственно, специально этот рисунок был подогнан. То есть смотрится все очень даже хорошо, замечательно. Я думаю, что у вас никто даже не заметит, что у вас эта манишка связана не в круговую, а на двух спицах. Хотя я вам могу сказать однозначно, что, конечно, вот этот вот рисунок в круговую вязать было бы все-таки, я думаю, намного сложнее, чем на двух спицах. Итак, и далее, что я хочу сделать, это, соответственно, немного облагородить край вот данной вот манишки и связать им, обвязать крючочком этот край. Тем более, что у меня остался еще вот такой вот моточек данной пряжи, который мы можем использовать. То есть каким образом я буду обвязывать? То есть для начала я буду обвязывать вот этот вот край. Я решила обвязывать обычными ракушками. Для этого я взяла вот крючочек у меня 2,5. То есть вначале, соответственно, необходимо зафиксировать ниточку. Далее я буду вязать следующим образом. То есть первая вот эта вот у меня петелька, это я просто сделаю петлю без накида, столбик без накида. И далее я буду провязывать по 5 столбиков с накидом через каждые 2 петельки. То есть вот эти вот у меня 2 петельки. В третью петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. Четыре и 5.
Вот я провязала 5 столбиков с накидом. И через следующие 2 петельки я провязываю в третью петлю 1 столбик без накида. То есть вот таким вот образом. Далее, соответственно, я опять повторяю, через 2 петельки я провязываю 5 столбиков с накидом. Вот я провязала 5 столбиков с накидом. Вот так вот у меня получилось. И через 2 петельки я провязываю 1 столбик без накида. То есть вот таким вот образом я буду обвязывать вокруг всю манишку. Я обвяжу. Еще раз сейчас покажу. То есть 5 столбиков с накидом. Пятый столбик с накидом. И через 2 петельки 1 столбик без накида я провязываю. То есть вот таким вот образом. То есть я обвяжу вокруг данную манишку, посмотрю, сколько у меня останется пряжи. И если останется еще пряжи немножко, я бы хотела обвязать вокруг вот эту вот отвороточку, то что привести ее тоже немножечко в порядок, немного облагородить. Ну, соответственно, я все это обвяжу за кадром, покажу вам конечный результат и объясню, что мы дальше будем делать. За кадром я обвязала данную манишку крючочком, как я вам и показывала. То есть у меня получилось вот таким вот образом. Естественно, это необходимо будет потом все еще отпарить для того, чтобы здесь полотно было ровненьким. То есть это необходимо будет сделать. Я это сделаю чуть позже. В результате обвязывания у меня еще остался вот такой вот моточек пряжи. В принципе, он достаточно, этот моток, для того, чтобы сделать обвязочку еще по краю. То есть я вот здесь вот хотела бы сделать еще обвязочку. То есть каким образом я буду делать? То есть я прикрепляю ниточку вот сюда, то есть посередине вот этого жгутика. То есть не прям на начало, вот, потому как далее будет у меня идти рисунок. То есть закрепляю вот здесь вот ниточку и буду обвязывать горловину так же, как и саму манишку, то есть ракушками. То есть, соответственно, делаю первый столбик без накида. И далее вот сюда вот между жгутиком и вот где у меня идет ажурный узор, я буду провязывать 5 столбиков с накидом. То есть вот таким вот образом. Крючочек я взяла тот же, это у меня 2,5, но во время вязания я не рекомендую сильно затягивать узор, то есть свободненько так вяжете. Далее, соответственно, я вот в эти дырочки я делаю 1 столбик без накида, то есть вот таким вот образом. И далее между вот этим вот ажурным узором и следующей косичкой я делаю следующие 5 столбиков столбиков с накидом. То есть вот таким вот образом обвязываю. 5 столбиков с накидом я связала. И вот сюда посередине этой косички, почему я и закрепила вот этот вот кончик, соответственно, не на начало, а посередине косички, я делаю столбик без накида 1. То есть вот таким вот образом. Далее опять же вот сюда я между косичкой и следующим узором я провязываю 5 столбиков с накидом. Вот я провязала 5 столбиков с накидом, и соответственно вот сюда в дырочку я провязываю столбик без накида. То есть вот таким вот образом я буду обвязывать вокруг горловины. То есть следующие 5 столбиков с накидом, как вы поняли, я буду провязывать вот сюда. Вот сейчас еще раз вам покажу. То есть вот сюда я провяжу следующие 5 столбиков с накидом вот таким вот образом. И 1 столбик без накида, соответственно, провяжу посередине
данной косички. То есть вот у меня получается вот таким вот образом. Стягивать данную обвязку не надо, потому что это все-таки будет оно идти внизу по горловине. То есть если вы стянете, то оно будет уже смотреться некрасиво и неудобно будет в носке. То есть вот оно должно быть вот так вот обвязано, свободненько, достаточно. То есть все остальное я сделаю за кадром. То есть я уже буду доводить данную манишку уже полностью до своего окончательного состояния. То есть напомню, это нужно будет обвязать до конца в круговую горловину. Обязательно необходимо будет вот этот вот краешек отпарить, чтобы он не закручивался и чтобы он был ровненьким. Также не забываем, что необходимо убрать все торчащие ниточки, чтобы все было красиво и аккуратно. И у кого есть желание, то, соответственно, пришиваем бирочку handmade, ручная работа. То есть я это все сделаю за кадром, покажу вам уже конечный результат, что у меня получилось. За кадром я уже доделала полностью данную манежку, то есть я обвязала по горловине, вот у меня такая вот получилась аккуратненькая обвязочка. Отпарила все, то есть, соответственно, вот как вы видите, если изначально здесь подворачивала немножечко внешний край, то теперь он выглядит абсолютно ровненький. То есть это я вам показываю, насколько важно отпаривать полотно, соответственно. Это иногда просто необходимо. Здесь я тоже вот краешек немножечко отпарила, чтобы было все ровненько. То есть я убрала абсолютно все ниточки, чтобы ничего не торчало, чтобы все было аккуратно, и вы не забывайте этого делать обязательно. Также я пришила бирочку handmade, ручная работа, то есть это у меня вот такая вот маленькая совсем бирочка молочного цвета, но опять же это все, так сказать, по желанию, по вашему, можете и не пришивать такую бирочку. По внешнему краю манишка у меня получилась вот здесь вот по внешнему краю, поэтому она у меня получилась 125 сантиметров, то есть это достаточно такая нормальная, хорошая, не маленькая манишка на взрослого человека. То есть это я могу сказать сразу, что это не подростковые размеры и не детский, конечно же, размер. Но со своей стороны я вот вам могу сказать, соответственно, сколько получился у меня сантиметров один раппорт данного узора. То есть он у меня получился где-то примерно 7,5 сантиметров. То есть вот один раппорт, вот этот вот раппорт узора, который у нас расширяется манишка, он 7,5 сантиметров. Всего у меня 14 раппортов данного узора. То есть вы можете просто-напросто регулировать вот размер данной манишки. То есть вы можете связать как и на подростка, также можно ее связать и на ребенка, данную манишку, просто уменьшив количество раппортов повторов. То есть это все можно сделать. То есть если вам понравился дизайн, если вам понравилось, как она выглядит, то есть вы, конечно же, можете уже самостоятельно сделать и поменьшего размера данную манишку. То есть по длине у меня получилась вот эта вот часть, длина, соответственно, непосредственно манишки 17 сантиметров. То есть вот здесь вот она у меня получилась. То есть напоминаю, что самое последнее прибавление в схеме, вот это именно манишки, я не делала. Самые последние прибавления в схеме. Этого вот вполне достаточно, то, что мы с вами сделали. Далее, соответственно, высота вот именно воротника у меня получилась. Сейчас я вам скажу, тоже также 17 сантиметров, то есть это вот 17 и отвороточка такая вот она получается. То есть горло очень хорошо прикрывает данная манишка, ничего не поддувает, то есть она достаточно тепленькая. И за счет того, что она здесь получилась плотной такой вот вязки, и также за счет того, что эта пряжа у нас идет с мериносовой шерстью, поэтому за счет этого тоже манишечка получилась теплая. Значит, не надо говорить, что она получилась, конечно, нарядной. То есть, как вы сами видите, достаточно интересный такой нарядный дизайн у нее получился. Не скажу, что в процессе работы это было все очень-очень легко. То есть, понятное дело, что рисунок такой достаточно сложный. Но за счет того, что вязала я данную манишку на 2 спицах, все равно мне показалось, что это немножечко полегче и попроще вязать, чем если бы я вязала в круговую. Опять же, что касается, я вязала на 2 спицах, то есть, соответственно, сзади у меня вот такой вот шовчик.
Он абсолютно не бросается в глаза. То есть я думаю, что если не присматриваться, то здесь вы даже и не увидите то, что здесь идет сзади шов. То есть я вам сейчас покажу, то есть шовчик вот он идет, соответственно, вот по горловине, и вот он идет непосредственно по самой вот манишке, вот он шов, то есть его вообще практически не видно. То есть вот такая вот у нас получилась манишка. В конце видео я еще раз обязательно оставлю схему к данной манишке, то есть вы сможете еще дополнительно с ней ознакомиться. То есть опять же напоминаю, что небольшой участок данной схемы я специально убрала, замазала, то есть чтобы манишка это не была уже совсем длинной. То есть тут замазанный участок схемы мы просто-напросто не провязываем, не трогаем его. Итак, кому понравилось видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. До новых встреч!